Однажды жизнь каждого человека меняется на до и после. И происходит это крайне неожиданно. И связано это с тем, что внутри себя, где-то в глубине своей души, своего сердца, мы обнаруживаем свет. Свет, который исходит от такого источника, который находится за пределами нас. Но этот свет, он проникает в нас и освещает полностью все наше естество. И когда мы его обнаруживаем, мы с удивлением понимаем, что это и есть та самая связь с Богом и с Источником. Но самое интересное, что в жизни некоторых людей это может так и не произойти, а в жизни некоторых людей это происходит достаточно спонтанно. И, возможно, у кого-то это происходит потому, что человек долгое время искал к этому свою тропу. Мне очень запомнилась одна история. Я путешествовала в Индии и встретила там женщину. Когда я спросила: «А что тебя сюда привело?» Она сказала: «Я ищу Бога». Я так удивилась и подумала, неужели для того, чтобы найти Бога, необходимо ехать в Индию или еще в какую-то страну? И почему именно в Индию? Но у каждого свой путь, и каждый чувствует, что в том или ином месте он словно приближается к этой силе, к этому свету. И, возможно, кто-то ощущает это, покинув свои родные края и отправившись на другой конец света. Но кто-то может ощутить эту силу, этот свет, просто закрыв глаза и войдя в какое-то состояние внутренней тишины, вдруг обнаружить внутри себя что-то такое теплое и очень светлое, а может быть просто необъяснимое. Это тяжело объяснить, это чувство, но те, с кем это случается, это невероятные везунчики. И могу сразу сказать, что я одна из них. Мне очень повезло встретить Источника, встретить его свет внутри себя, не отправляясь на поиски куда-то в другие регионы нашей планеты. Несмотря на то, что я много путешествовала, достаточно для меня много, я поняла одно, что неважно, где ты находишься, а ощущение Бога внутри, оно не зависит от твоей географии, от точки на карте. И связь с Источником, с Творцом, она происходит в тот момент жизни, когда ты искренне этого желаешь, когда ты искренне к этому готов или готова, когда ты ищешь этой встречи, когда ты ее жаждешь, но не фанатично умом, чтобы что-то себе доказать или кому-то еще, а сердцем. Ты испытываешь какую-то тоску, какую-то незаполненность, которую не способны заполнить никакие материальные блага, никакие отношения, никакие другие люди, ни достижения, ни успехи. Просто в какой-то момент ты понимаешь, что все в этой жизни, что тебе казалось, что должно принести тебе счастье, пустышка.
И по-настоящему удовлетворение невозможно получить ни от одной внешней вещи, какой бы ценной она ни была. И порой в жизни случаются такие моменты, что все рушится. Вся земля уходит из-под ног. Вся жизнь может просто перевернуться на 180 градусов и не остаться ничего такого, на что можно было бы опереться. И именно в такой момент ты вдруг осознаешь, что искал не там, что то, что тебе действительно нужно, то, что тебе действительно может дать силы и опору, оно всегда было внутри тебя. Оно всегда было рядом с тобой. И каким-то невероятным образом ты обнаруживаешь, что вот же оно, это чувство. Это чувство, что приходит умиротворение и внутреннее спокойствие. Какое-то тотальное доверие к жизни, к миру, ко всему. Даже смерть, она перестает казаться страшной и трагичной, потому что начинаешь ощущать, что это не конец, потому что у тебя уже есть понимание того, что твоя природа, она намного глубже, намного шире, намного необъятнее, чем просто физическая оболочка. И эти материальные измерения, которые способны что-то измерить, как будто бы дыхание вечности происходит через тебя. И ты обнаруживаешь, что это и есть тот самый портал внутри твоего сердца, через который льется сама жизнь. И что сама жизнь — это не что иное, как чудо. Это не просто какая-то биохимия и физика. Здесь настолько тонкие процессы, что выразить словами их просто невозможно. Но это возможно почувствовать, что то, что ты считаешь собой, то, что ты считаешь я есть, это даже не я. Это нечто более совершенное, нечто более могущественное. Это что-то бесконечное. И оно происходит через тебя. И все, что ты можешь назвать «я», это не что иное, как вот эта вот точка осознания данного опыта, который происходит прямо сейчас. А та личность, за которую мы держимся, она просто рассыпется в пух и прах, когда произойдет соответствующее время. И что останется? Что останется от этого прежнего «я»? Свет, который делал эту жизнь возможной. И кроме этого света здесь больше ничего и не было. Очень сложно описать эти процессы, потому что они не могут быть выражены в словах. Это возможно только пережить. И когда ты делаешь шаги навстречу Богу, в это время Он также делает шаги навстречу тебе. И я уверена, что сознание, как некая такая единица индивидуальности, оно возможно и может сохраниться
но только в тот момент, когда мы научимся осознавать свою истинную природу и понять, где наше ложное «я» и где наше истинное «я». И величайшее благо в жизни каждого человека — это понять свою истинную божественную природу. Понять, что то, что мы называем своей жизнью, это не просто череда каких-то явлений. Это живой свет источника, который проливается в эту материальную плотность, и благодаря которому мы имеем способность осознавать себя, мир вокруг, других людей, иметь какой-то выбор, иметь свою волю. Мы проявляем свой дух и укореняемся в какой-то вечности. Но происходит это благодаря тому, что мы движемся в потоке со светом. Мы движемся в потоке с источником. Мы принимаем эту природу внутри себя и находим возможность и способность отделять истину от лжи и освещать вокруг себя этим светом пространство, проявляя этот свет наружу. И делается это, конечно же, из любви. Только любовь и истинные, искренние намерения, побуждения, стремление служить этому свету, они делают нас тем самым детем, ребенком Бога. Только через это мы способны приблизиться к своей божественной природе и соединиться с источником. Благодарю за внимание, друзья. Всем света и любви.